Привет, друзья! Сегодня мы с вами опять оказались в национальном парке Зайн, штат Юта. В отличие от прошлого фильма Анерос, который был снят в последний день нашего пребывания в данном регионе, сегодняшнее приключение пришлось на первый день наших странствий. В общем, вся наша поездка была связана с данным походом. Сейчас поясню почему. Subway. О да, это куда мы с вами сегодня направляемся. Так вот, попасть сюда просто так нельзя. У вас обязательно должен быть пермит на посещение этого великолепного места. За несколько месяцев до этого нами была подана заявка. В ней можно указать не более 3 предположительных дней пребывания здесь. Обязательно нужно указать, сколько человек будет в вашей группе, так как количество посетителей в один день ограничено. И потом в определенный день путем лотереи все поданные заявки разыгрываются. Мы ждали с нетерпением этого момента. И раз уж вы смотрите этот фильм, значит мы попали в число тех счастливчиков, которым улыбнулась удача. Есть некоторые условия, обязательные для выполнения. Первое. Если кто-то из участников вашей группы по каким-то причинам не может принять участие в этом мероприятии, то обязательно нужно известить национальный парк об этом, дабы кто-то другой смог воспользоваться этой возможностью. Второе. В данном месте ни в коем случае нельзя оставлять что-либо после себя. Буквально ничего. Все, что вы принесли с собой, вы обязаны унести обратно. И даже если вам нужно в туалет, да, это тоже вам необходимо убрать. Есть еще и другие условия, но они не настолько важны. Попасть в Subway можно по 2 маршрутам. Один из них более сложный, сверху вниз, где необходимо спускаться по веревке. А так как из нас почти никто не обладает такими навыками, мы выбрали второй, снизу вверх. В данном случае большую часть пути вы будете идти вдоль ручья против течения. Надеюсь, вы заметили, что в самом начале пути нас ждал достаточно крутой спуск к ручью. О да, небольшое уточнение. Первый маршрут проходит в одном направлении, а наш вариант туда-обратно. То есть, если мы спускаемся вниз в самом начале, значит в самом конце нам придется подняться. Извините, вы не увидите этого, но это еще тот подъем. Во время спуска почти у самого ручья нас догнал рейнджер. Он проверил наш пермит, пожелал нам удачи и сказал, что за все годы работы тут впервые видит кого-то с такими камерами. На наш вопрос, в какую сторону нам следует идти, на самом деле мы знали, куда нам нужно, но решили на всякий случай уточнить. Он ответил вопросом, четко ли мы понимаем, куда мы попали, и что никаких трейлов тут нет, и что мы можем идти, как только мы можем. Но если честно, то может трейлов тут и нет, но визуально видимые дорожки все же есть. Как бы ни было ограничено количество блуждающих тут людей, наверное, все же все идут примерно по одним и тем же местам. Да, иногда приходилось немного возвращаться, дабы воспользоваться более легким проходом. Знаете, когда сидишь дома и изучаешь разную информацию, совершенно не знаешь, что тебя ждет во время твоего будущего приключения. В этом-то ведь и кайф. Ты идешь по неведомому для тебя пути и впервые пролезаешь под какими-то камнями, переходишь через ручей. Конечно, стараешься сделать это аккуратно, иногда это получается, а иногда и нет. И вот ты уже отчасти мокрый, но чувство радости все же не дают тебе унывать. И ты продолжаешь свой путь. Где-то нужно перелезть через огромные валуны, и ты помогаешь тому, кто в этот момент идет рядом с тобой. А окружающая красота. О, ребята, все здесь нереально невероятное. Лишь только жара докучала нам. Было куда больше 100 градусов по Фаренгейту, постоянно перегревалась камера и оповещала меня надписью, что ей пора остыть. Невероятно тяжелый рюкзак еще больше подкидывал жару. И вот ты уже не думаешь, как перебраться на другой бережок, не замочив ноги, а смело шагаешь в воду и впитываешь прохладу, остановившись на пару-тройку десятка секунд.
Вот он кайф. Ты идешь и упиваешься красотой окружающей тебя природы. В твоей голове нет никаких мыслей о каких-то печалях и переживаниях. Есть только наслаждение вот прямо этим моментом. Если немного затронуть цифры, то путь пройденный нами чуть более 9,5 миль туда и обратно. Подъем вверх составил немного более 2000 футов, что на самом деле немного. Но помните, я уже об этом говорил, в самом конце достаточно крутой подъем, и он реально для некоторых будет очень тяжелым. И если у вас нет спортивного интереса, в смысле пройти этот маршрут с максимальной скоростью, то это приключение на целый день. Поэтому не забудьте взять с собой еду, которая придаст вам сил где-то после привала, и каких-то вкусняшек, которые немного вас подбодрят во время передвижения. И самое главное – вода. Воды нужно взять много, больше, чем вам необходимо в обычной обстановке. Пускай она лучше у вас останется по возвращению. И еще один важный факт о воде. В конце 2020 года Национальный парк Заян выпустил предупреждение, что в воде присутствуют вредные цианобактерии и цианотоксины. Так что не следует глотать воду даже после фильтрации. И об этом вам обязательно расскажут при получении термита. И если вы смотрите этот фильм, значит никакие бактерии нас не одолели. Ну вот, наконец мы с вами приближаемся к точке назначения. Позади чуть менее 4,5 миль и преодоление различных препятствий. Перед нами Subway. Насладитесь этой диковинкой. И не уходите, в конце вас ждет немного веселых сцен, как мы решили проверить глубину в этом необыкновенном месте. На всякий случай, пока-пока.
Да ну ты что, может глубоко это камни какие-то.